Корейское кимчи из арбузных корок. Сегодня вы узнаете еще один вариант того, что можно сделать с арбузными корками, помимо того, чтобы сварить из них варенье или просто выбросить. Итак, прежде всего нам нужно нарезать арбуз, мякоть которого, конечно же, мы съедим, а вот корки мы пустим на кимчи. Сейчас вы видите один из возможных быстрых способов, как можно нарезать арбуз, так, чтобы потом можно было легко и быстро и удобно использовать оставшиеся корки для приготовления кимчи. И, как вы видите, и мякоть таким образом уже очень удобно нарезана, ее можно сразу поставить в холодильник, чтобы охладилась, и потом ее вкусненькую, собственно говоря, съесть. Вот. Арбузные корки. Сколько здесь в данном случае, в данном рецепте пропорции приведены на где-то около 300 грамм арбузных корок. Если после того, как мы нарезали арбуз, у нас еще на корках осталось достаточно много мякоти, то мы ее аккуратно срезаем, ну, не так, чтобы до бела, да, если немножко розовая останется, то не страшно. После этого мы должны будем срезать с корок зеленую кожуру. Можно сделать это ножом, можно сделать это чисткой для овощей, кому как удобнее. Вот, и, как я говорила, у нас арбузные корки где-то около 300 грамм, от второй арбуза, от половины арбуза. И нарезаем мы корки кусками шириной где-то около 2 сантиметров, то есть такими кусками, которые будет потом удобно класть себе в рот. Удобнее всего делать это ножницами, но это не принципиально, вы можете сделать это и ножом. Вот что мы с вами получаем. И нам нужно теперь добавить в арбузные корки соль в объеме 1 столовой ложки и также сахар, тоже в объеме 1 столовой ложки. Все это мы теперь должны хорошо перемешать. Перемешиваем где-то 1-2 минуты, то есть действительно достаточно хорошо, чтобы соль и сахар равномерно распределились по арбузным коркам, и затем даем постоять этому 30 или 40 минут. По истечении этого времени мы увидим, что появилось очень много жидкости. Ее может быть либо чуть меньше, либо чуть больше, это всегда по-разному. И после этого мы промываем арбузные корки в холодной воде и перекладываем на какой-нибудь дуршлаг или любую емкость так, чтобы с них стекла лишняя жидкость. За это время мы успеем подготовить зеленый лук, его нужно не так уж и много, где-то 20-30 грамм. Нарезаем его тонкими кольцами. Теперь подготовим уже соус-маринад. Нам потребуется молотый чеснок 2 столовые ложки. Мы закладываем это в какую-нибудь глубокую емкость, удобную для перемешивания. И красный молотый перец 2 столовые ложки. Если используете корейский перец специально для кимчи, то его можно положить чуть больше. Также мы добавляем с вами сахар в объеме 1 столовой ложки. И если у вас есть соленые ферментированные креветки, то можно использовать их или рыбный соус. Это не принципиально, в объеме 1 столовой ложки. И все это мы хорошо перемешиваем до однородности. Как вы видите, здесь объем небольшой, вот, поэтому перемешивается легко, быстро. Вот, можно дать этому настояться где-то около 10 минут, если нет времени, если есть время, точнее, если его нет, то сразу же закладываем в подготовленную пасту маринад арбузные корки. Все это мы должны хорошо перемешать, перемешиваем достаточно долго, желательно несколько минут, чтобы паста-маринад равномерно распределилась по всей имеющейся массе арбузных корок.
Это кимчи, его можно есть прям-таки сразу после приготовления, но лучше выдержать где-то 2-3 дня в холодильнике, чтобы наслаждаться полноценным полным вкусом. Уложить кимчи нужно в контейнер сразу после приготовления и хранить это в холодильнике. Я сейчас вот показываю такой оригинальный способ, как можно подать это кимчи на стол. Вот прям-таки в оставшейся арбузной корке. Срок хранения вообще определяется кислостью вкуса продукта, но в общей сложности приблизительно где-то около 2 недель, поэтому большие объемы готовить в принципе смысла нет, а так все, что осталось от арбуза, приготовили, сели, поели. Вообще очень вкусно, мне очень понравился такой сладко-острый вкус. Обязательно советую попробовать, все равно же арбузные корки остаются. Лайкайте, подписывайтесь и приятного вам аппетита!